Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Скоро лето. Солнышко светит, рассада на окне зеленеет. Готовимся отдыхать в райском саду на южном склоне реки Чусовой на Среднем Урале. Море, чайки, бананы, коктейли, красивые девушки. Ага, болото, комары, огурцы, самогонка. А девушки наши везде красивые. И вы, конечно, помните, какие яркие и сочные заготовки мы нашили из лоскутков в предыдущих видео. Для начала возьмем сантиметровую ленту и измерим окружность нашей заготовки в виде солнышка. У меня получилось 128 сантиметров. Из вспомогательной ткани выкроем полоску шириной 25 сантиметров и длиной 130 сантиметров. Возьмем с небольшим запасом. Из темно-синей ткани вырежем две полоски длиной 130 сантиметров и шириной 10 сантиметров. А теперь остается самое простое – сшить, соединить все вместе. Цветные лоскутные заготовки собирали на клеевом флизелине. Сошьем их вместе в одну длинную ленту. И к этой цветной ленте с обеих длинных сторон пришьем полоски синей ткани. Строчку делайте мелкую, крепкую, шов на ширину лапки. Ткани разворачиваем, пришитые полоски отгибаем и отстрачиваем. Дальнейшие соединения будем делать следующим образом. На нашу красивую синюю яркую деталь лицом к лицу наложим вспомогательную ткань и еще добавим кусок холстопрошивного полотна или хлопкового тина такого же размера. И все прошьем, соединим по длинной стороне. А теперь сделаем примерку. Точно определим нужную длину синей заготовки. Приколем ее булавочкой к цветному кругу и отметим нужную длину. Естественно, сделаем припуски на швы. Синюю деталь развернем, сложим вместе короткие стороны и прошьем, соединим ее в трубу. Полученную заготовку вывернем, расправим, чтобы получилась двухсторонняя деталь, и сделаем отделочную строчку примерно в 1 сантиметре от края. При таком способе нам не надо беспокоиться об обработке краев. У нас все получается очень красиво и аккуратно. Таких отделочных строчек можно сделать несколько или просто хорошо простегать заготовку. После этого отрежем лишнюю ткань. И можно сделать еще стежку, прошить этот бортик по вертикали. Конечно, как и что вы будете делать, смотрите и думайте сами. Я просто делюсь своим опытом, даю вам идеи. А теперь будем доводить до ума наши заготовки. Нам надо к готовому кругу пришить этот бортик. Это можно сделать по-разному. Можно швы спрятать внутри, но мне хочется сделать синий отделочный кант снаружи. Совместим край круглой заготовки этого бортика, заколем булавочкой, потом сколем противоположный край, потом серединки двух сторон, потом разделим на четвертинки и также все соединим. Чтобы было удобно работать, можно сначала прошить на машинке это соединение. И останется только закрыть косой бейкой открытые края.
Бейка – это полоска ткани, выкроенная под углом 45 градусов. Ширину сделаем 5 сантиметров. Заметьте, что когда ткани режем под углом 45 градусов, они становятся пластичными и легко тянутся. Ими хорошо обрабатывать круглые срезы. Как пришивать бейку, уже несколько раз показывала на канале. Пришили один край, отгибаем на другую сторону, подворачиваем и пришиваем. Здесь достаточно сложное соединение, поэтому лучше сначала это место прошить руками, иголкой с ниткой, а потом уже шить на швейной машинке. А можно сразу сделать только ручной шов, пришить бейку потайными стежками. А теперь смотрите, что у нас получилось. Это такая красивая, яркая, нарядная грелка на кастрюлю. Получилась она большая, размер снимала по нашему большому казану, в котором мы любим готовить плов. Я уже, наверное, рассказывала. У меня отец работал геологом, и детство мое прошло в Узбекистане. Может быть, поэтому я так люблю яркие краски и чистые цвета. Детские впечатления самые яркие. А сейчас живу на Урале. У нас очень красивая природа, но суровой, дикой красотой. Такого буйства красок, солнца и цвета, как в Узбекистане весной, здесь нет. Ну вот, отвлеклась. Отец, когда был геологом в Узбекистане, попал в гости к ребятам, с которыми они вместе работали. И ребята, узбеки, научили его варить настоящий узбекский плов. И это блюдо стало фирменным в нашей семье. И именно отец его готовил и на все праздники, и к приезду гостей. А когда он ехал проведать родню, всем ждали от него именно плова. Ну вот, рассказала вам все секреты повара. А у вас какое в семье фирменное блюдо? После того, как приготовили еду, необходимо время, чтобы она настоялась, отдохнула, пропиталась. Можно кастрюли укутывать старым одеялом, а можно шить красивую грелку. Пусть вас не смущает, что она получилась очень большая, ведь это ткань. Края грелки можно подвернуть, обмять и плотно обжать кастрюльку. Еще такая грелка пригодится, когда наступит пора заготовок на зиму. Вы же знаете, что только разлитые банки с соленьями, компотами надо заворачивать в одеяло, чтобы они остывали медленно. Грелка на кастрюлю станет вашей незаменимой помощницей. С ней ваша еда станет гораздо вкуснее, питательнее и полезнее. В общем, девочки, не давайте мужчинам напрасных надежд. Не оставляйте на плите пустых сковородок с закрытой крышкой. Подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!